Всем привет, с вами снова Нака, и сегодня мы с вами будем смотреть немножко необычное для меня видео, нетипичное, это вокальный кавер на Nightwish. Вот. У меня очень много просили вообще реакшн на само выступление Nightwish с этой песней Ghost Loves Core, но я его и так уже засмотрела до дыр, поэтому, соответственно, реакшн на него снять, не получится. Но тут в один прекрасный день мой подписчик Дмитрий прислал мне ссылку на вот это видео. Точнее, он мне сначала написал: ты представляешь, парень перепел Ghost Loves Core. И я такая почему-то сразу вот подумала на Яниса. Точнее, я тогда даже не знала, как его зовут, если честно. Я подумала, вот по-любому чувак из Beast in Black. Вот. И потом он мне следом кидает ссылку, и это действительно оказывается он. Янис Пападопулос, вокалист Beast in Black, как я сказала, и его вокальный кавер Ghost Loves Core. Вообще, Ghost Loves Core, конечно же, культовая песня, без преувеличения. Это, пожалуй, один из самых популярных треков Nightwish. Мне кажется, популярнее его только Sleeping Sun. Вот, вообще, эталонным исполнением я считаю исполнение Floor на Вакине 2013 года, который, собственно, вошел в концертник Showtime, Storytime. Вот. Тут сейчас будет очень интересно, потому что действительно это нетипичная такая песня для мужского исполнения. Я примерно знаю, что это будет, потому что я слышала пару песен Beast in Black. Вот. У Яниса очень такая своеобразная манера исполнения, очень неузнаваемая и такая интересная. Вот, давайте мы с вами сразу договоримся, что вы не будете писать всякую ересь, типа «мужик не должен так петь». Мужик сам разберется, как ему петь, окей? И девушки все тоже сами разберутся, как им петь. И вообще, если бы ваш любимый вокалист когда-либо слушал комменты про то, как он должен петь, или она, они бы никогда не вышли на сцену. Окей? Договорились? Все сами решат, как им петь. Ну, поехали! Сейчас вступление будет долгим. Все мы знаем, как маэстро Халапайнен любит долгие, эпичные вступления и проигрыши. Вообще, аранжировка у композиции, конечно же, просто шикарная. То есть здесь столько слоев, столько вот всяких разных нюансов. Там кое-где не только вот оркестр, да, но там еще кое-где очень такие милые вставки чего-то типа ситара, мне нравится. Вообще, для меня всегда эта песня была, типичным эпиком каким-то таким, пока ее не спела Флор на том самом Вакине, что, как я уже сказала, совершенно иконическое исполнение, которое, пока что даже она сама не переплюнула. Посмотрим, что нам сейчас покажет Янис. Давай, чувак, шки. Пока что максимально облегченный фальцет, я слышу. Сейчас чуть-чуть поплотнее он сфокусировал. Ну и вообще звук очень сфокусирован на этом. Флор тоже первые два куплета максимально легко поет. Сейчас навалит. Ага.
традиционный хэви вокал был. Это уже чуть ближе к собственному диапазону натуральному. Я тоже люблю такие ломки голоса. Пока что мне, в принципе, нравится. Конечно же, непривычно в подобном исполнении эту песню слышать, но чувак фермач. Чувак работает очень профессионально. Тут ничего не попишешь. Я тоже всегда подпеваю этому собаку. А вот сейчас трек пойдет по нарастающей, после вот этого длинного атмосферного проигрыша. И там вот уже будет прям самое интересное. Ну, самое-самое, это, конечно же, в конце будет интересное. Но вот все, что вот с этого момента и до конца, там тоже очень любопытно, как он споет. Жги. Прикольно. Ну вот, nice touch, как говорится. Он прям навалил. Оторвался, можно сказать. И снова длинный проигрыш. Обычно в Тбилиси говорит флор, я уже просто настолько наизусть знаю все, как она эту песню исполнила, что она у меня просто накладывается в голове поверх.
фальцету вернулся к высокому, понятно. И вот сейчас самое интересное, давай, покажи. Молодец. Давай. Сейчас вот что он с кодой сделает, мне прямо очень интересно. Норм. Ах, красавчик! В общем, не знаю, как вы, а я в достаточно таком приятном шоке. Опять же, как я сказала, исполнение достаточно непривычное, но при этом очень... Ну, видно, что человек, во-первых, очень любит эту песню, очень старается ее выпеть. Вот. Красиво. И старается ее сделать и выразительно, и вкладывает очень много эмоций в исполнение. Мне очень нравится, как он работает с динамикой, как у него есть и тихий момент, и даже вот местами есть вот, там где-то было, что он прямо вот полслова шепотом, а потом и голос. В общем, за динамику ему вообще прям 5 с плюсом, то есть, что он может и тихо, и прямо навалить звука, и тембра тоже, от фальцетика такого тоненького до прям тембра сделать, даже на высоких достаточно нотах, хотя, ну, ему сложно, это, конечно же, ну, всем, в принципе, сложно на тех верхних нотах, вот, но он молодец. Единственное, скажу все-таки, что все-таки вот такая хэви-манера, с которой вот он все верха практически спел, вот за этим вот навалом вот этим вот, все-таки это не для этой песни. Она все-таки даже при всех ее боевых и таких сильных моментах эмоциональных, она все-таки достаточно романтичная, поэтому как-то хочется чуть полегче исполнения, но просто как сама демонстрация его возможностей, его навыков, его любви к музыке в целом, к вокалу разностороннему, это, конечно же, зачетище. То есть чувак вообще очень классно сделал, прямо молодец. Вот, пишите, как вам подобное исполнение, нравится ли вам его версия, нравится ли, как он подошел к песне, к переосмыслению вокальному этой песни, как вообще вам творчество Beast in Black, если вы слышали их, если нет, зацените, они прикольные, они типа Battle Beast, только с мужским вокалом, то есть это такой power metal с, знаете, элементами поп-музыки 80-х, то есть он такой практически танцевальный такой, ну, очень позитивненький такой, в принципе, там они на фон идут, ну, не совсем моя музыка, но, опять же, под какое-то настроение они заходят. Вот. Также не забывайте подписываться на мой канал,
Не забывайте подписываться на канал в Телеграме, либо паблик ВКонтакте, где вам удобнее. Ну и спасибо, что посмотрели. Пока-пока!